Обалдеть. Реально Змей Горыныч. Живем потихоньку, как деревня из деревни, так что потихоньку. Солнышко улыбается. И спутниковые тарелки. Кстати, очень удобно. Отсюда можно пульт поснимать. Здорово, путешественники! С середины 50-х годов существует вот этот поселок. И с конца 50-х отсюда в глубину архангельских лесов тянется узкоколейка. Когда-то здесь добывали лес, возили его сюда на нижний склад и далее к потребителю. История, в принципе, стандартная. Но помимо традиционной разрухи 90-х, здесь сказывается еще один важный момент. Дело в том, что лес добывали в объемах превышающих, чем природа может этот лес генерировать. Поэтому он тупо закончился. Если раньше она была лесовозной, то сейчас это дорога жизни для лесного поселка Сойга, он же Поперечка. В путешествие по этой авнюкской узкоколейке мы и отправляемся. О том, что поселок тесно связан с узкоколейкой, видно сразу. Вот, например, самые необычные использования узкоколейного пассажирского вагона ПВ-40, что удавалось видеть. Вагон-салон связи. Что примечательно, помимо крыльца и оградки, у него даже кирпичный дымоход. И кондиционер. Слушайте, это прям самый нафаршированный узкоколейный вагон, который мне удавалось видеть. Засовы, какие запоры, замки. Враг не пройдет. А вот буфера уже нет, увы. Встретил человека, который стал подписчиком. Но парень немного стесняется. Но он знает интересную историю про вот этот вот вагон. Поэтому из уважения к товарищу человека показывать мы не будем, а слово ему дадим. Хоп! Что сказать? А что там было-то раньше? Компьютерный клуб был раньше. То есть вот именно тот компьютерный клуб, где там рубились, там в контру все дела, да, GTA, пятый компьютер, время. Да. Круто. И прям в нем внутри. Да. А там что-нибудь вообще от родного интерьера осталось? Там, может, там пластик какой-то, там сидухи, я не знаю. Не. Все там. Там вообще все, ничего нет. Представляете, кому-то как повезло в GTA-ху в ПВшке погонять? Вообще взрыв мозга. Вот, пожалуйста, еще одна примета узкоколейки в поселке. Сарайчик из кабины тепловоза. Классика жанра. За одним исключением. Стекла оставили. Причем стекла, как можно видеть, с резинками, которые уже задубели. И даже с форточками. Обалдеть, прям завод. Пахнет до сих пор тепловозом. Никаких табличек, никаких гербов не осталось. Внутреннее убранство тоже в наличии. Видимо, еще не переделали. Но замок уже висит. Значит, ходу нет. Как будто сохранила заводскую окраску, мне кажется, красный с серым. Камбарская такая. Ну, вот как-то так. Остатки пульта. Необычно видеть, конечно, остекленную кабину отдельно от тепловоза. Обычно сразу ее зашивают листами металла. И все. Господи, вы посмотрите. Даже параваны эти на месте. Прекрасно. Вообще о поселке складывается такое позитивное впечатление. Как-то нет здесь какой-то уныния и разрухи. Куча молодежи, жизнь кипит, машины ездят. Причем не старые шестерки какие-то, а вполне себе современные иномарки. Можно только порадоваться. Не везде в глубинке депрессняк и разруха. Ну, вот так вот и выглядит одна из центральных улочек. Всякие магазинчики по бокам. Вот видите, там парень молодой идет. Молодежи реально много. Может, на лето приехали, не знаю. Вот такие вот магазинчики. И опять же, милый душу северный вариант тротуара. Кстати, классно она лежит, как на мощных бревнах. Хорошо заморочились. После Великой Отечественной войны в районе нынешнего поселка Авнюкский прошли масштабные лесоустроительные работы. Эти работы, по сути своей, экспедиции, которые позволяли определить, где какой лес растет, в каких объемах. В общем, по результатам этих работ был образован Авнюкский леспромхоз. Сам поселок был основан в 1954 году, недалеко от реки Авнюка. Однако первое название было УЖД. А все дело в том, что по заданию Котловского лесокомбината здесь была изыскана трасса 40-километровой узкоколейки. Ну и заморачиваться не стали, и поселок тоже назвали УЖД. А сама узкоколейка после ее постройки открыла свое движение в 1958 году. Эх, прогрессивные 50-е. А в 1961 году был основан поселок Сойга на берегах реки Сойга.
Этот поселок также называют Поперечка. Однако раньше до него можно было добраться не только пассажирским поездом по узкоколейке. В соседней деревне Саозерская пустынь работал аэродром, и туда совершала рейсы малая авиация. Но, как всегда, есть одно «но». Советская плановая экономика, которая совершенно не интересовалась возможностью регенерации леса. Рубили столько, сколько было надо, а новая древесина, к сожалению, не успевала вырастать. Плюс развал Советского Союза, состояние страны в 90-е. В общем, в нулевые годы все это дело было приватизировано и организовалось ООО «Авнюга-лес». В 2011 году прошел последний грузовой поезд, и, казалось бы, дорогу может постичь судьба многих, но есть два лесных поселка, о которых мы упоминали выше. Саозерская пустынь и Поперечка, для которых эти две ржавые нитки – это дорога жизни. Вот и в наше время у любого желающего есть возможность добраться до тех дальних красивых мест на пассажирском поезде, который состоит из тепловоза и очень позитивно раскрашенного вагона. По состоянию на лето 2023 года движение официальное происходит 2 раза в неделю – в понедельник и пятницу. А за состояние узкоколейки отвечает очень инициативный и классный местный житель Борис Петрович Скумин. О, да не, это, блядь, тяжеловато, почти как у меня, блядь. Так тут она и нагружена всем, и этого всего. Борис Петрович, как получилось, что вы стали хозяином, таким железнодорожным магнатом этих мест? Да никак не получилось. Ее здесь заготовка была, Илим, лес. Такой был вот сейчас в Котласе так. Да. Вот, они тут, а здесь было дочерний, был леспромхоз, он Авнюжский, он грохнул, ну, в смысле, распался, время пришло. Так. Вот Илим это все позабирал, здесь лесфонд все забрал, вот работали здесь. Потом Илим тоже ушел отсюда. А так как по договорам, и Илим обязан этот самый был предоставить, дороги состряпывать, дрова даже население было обеспечивать. Вот они взяли этот самый, подарили предприятию сюда, муниципальному образованию, подарили его железную дорогу, железнодорожные вагоны эти. И 2 тепловоза бэушные, все бэушные. Дорога тоже, ведь она старая уже так. Все, и сначала она как бы принадлежала ЖКХ. ЖКХ, а у нас тоже, нас машинистов-то поставили на этот самый, короче, по безработице. Вот, предупредили, что на безработице, короче, рассчитали. Вот, и меня пригласили в ЖКХ работать на тепловозе машинистом. А я прикинул, говорю, что машинистом, давай я ИП открою, да возьму в аренду это все. Ну вот 10 лет арендую. Ну и как что-то получается с нее? Ну вот сначала было туговато, там года 2-3, а потом вот это Министерство Архангельской области-то приехали сюда ребята с министерства, посмотрели дорогу, посмотрели, что надо помогать. И потом все, стали средствами помогать. Сначала так понемножку помогали, там, а вот уже в этом году уже конкретно сумму хорошую дали на ремонт дороги. Теперь вот уже планы есть вот и отсыпкой заниматься, реставрацией дороги, то есть отрезать вот эти разбитые стыки, это зону безопасности вот пошире делать, чтобы это самые ветки не падали. Особенно сейчас вот дождь, снег влупит, так тут не проехать будет. И все, вот сейчас как бы средства побольше стали выделять, то есть это как бы, ну, обратили внимание по-хорошему, да. И все, и сейчас вот потихонечку. Вот недавно я вывез отсюда, тут неделю с ними работал, батюшка приезжал московский. Они там и церковь перекрывали, тут сам ремонтировали церковь немножко, вот этот колокольню ремонтировали. А вот возил им там стройматериалы, да там вот это, ну, то, что они их перевозил, вот это, ну, короче, с ними тут целую неделю почти тут. Вот они там починили все, вот буквально позавчера уехали, или позавчера так уехали. Вот, а сейчас вот тоже вот люди, гости приезжают отовсюду. Они этот, ну, как бы там родственники, дети, внуки, правнуки. Вот, и едут туда, оно же в родные края тянет, да. Все так вот, а ну, остальное сами там увидите. Так. А туризм как? Да как вот надо развивать, а что со средствами туговато, а так бы можно, конечно, тут, потому что очень многие хотят сюда. Вот любители автодороги раньше до пандемии ездили сюда. Они ездили, им нравилось здесь, вот они этот самый помогали, ну, как бы, это типа мастер-класса. Я им шпалу оставлял, тут болты, они этот самый приезжали, мы находили плохие участки, где дороги. Но сам увидишь, какая дорога. Что вот ей надо вот 49 тысяч шпал. А я сменил всего, может, чуть больше 20. Вот на данный момент на 21 тысяча шпал. Вот, сменить, чтобы такая она более-менее была процентов на 90 хорошая. Так. Чтобы можно было так. А так вот едем, вот я вот пассажиров вожу, так час 40, час 50.
вот эти 31 километр. Тихонько ездим-то. Где-то 19-22 километра в час, так вот сюда. Потихонечку, надо же для безопасности пассажиров уже, там и дети ездят, и все это. Ну, конечно. Аккуратненько надо ездить. Так вот, все, потихоньку ездим, все, вот ребята, гости приезжают, там на лодочках катаются, озеро большое, там рыбачат, ездят, вот этот самый там. Вот, и даже вот ездят, вот приезжают, там, вот они по ходу отдыхают, там ягоды, грибы собирают, ну такое все. Вот. Дорогу, вот я говорю, помогают делать, вот приедут, да, для интереса, все, поедут со мной над резинкой, вот покатаются, вот, любят очень над резине кататься, да, вот на тепловозе за рулем посидеть, там, сфотографироваться, так вот все, так, как бы приезжай, так приезжайте, ради бога, вот ты приехал, пожалуйста, езжай на здоровье, так. Только смотри там аккуратно, да и все. Да. Тут ничего такого Спасибо. нет. Всем рады, лишь бы только не пакостили тут вот. А то вот какой-то раз приехали, там же кедры. Кедры это самое, это уничтожают, выкапывают то, что мы там кедры подсаживаем, вот возят там без спроса. А эти самые большие кедры шишки не могут достать, ветки ломают. Это тоже плохо. А сколько у вас сейчас тепловозов на дороге? 2. 2 так и есть. Да, а какие зачем больше-то? Они хватает, один как бы резервный, а на одном езжу, тот один Ту-8, он вот там все поменяли, двигатель с помощью вот Министерства транспорта, они выделили средства, купили двигатель в Ярославле с капиталки. На этом самом, с капиталки купили каретки тепловозные, реверс-редуктор купили, вот это все вот ребята помогали вот с Архангельска. С Министерства транспорта. Здорово. Ну, короче, администрация помогли капитально, вот, и все, там обновили. Они же сами по себе-то уже старые, 80-е годы, вот такие все тепловозы-то. Ну, тот Ту-8 этот подкрасили маленько, в этом году хотели вагон перекрашивать, сделать, ну, как бы запланировано капитальный ремонт вагона делать. Ну, каретки маленько переделали в вагона. Вагон надо подварить, да, там все по мелочевке сделать, там еще, да, покрасить его. Также вот тепловоз хотели в этом году перекрашивать. Второй, который Ту-6. Ту-8 там девочки покрасили, сделали его там под Змея Горыныча, разрисовали его. Да. Ой, как здорово. Надо обязательно будет заехать, посмотреть. Вот этот самый, там все, там клыки нарисовали ему, все там как положено. Говорят, с кустов будет выезжать, так будет смотреться. Так. Живем потихоньку, как деревня из деревни, так что потихоньку. Так-то ездим, аварий нету особо, так редко. Иногда вот сейчас вот весной очень плохая дорога, вот видишь, садится все, она зимой выпирает, гравию-то не возим. А вот все шпалу меняем, подштопываем, что есть. Оно все заросло, сейчас корневой затянуло. Все, так гравию невозможно взять. Особенно вот сейчас вот корни хорошо укрепятся сейчас. Вот весной. Самое лучшее это начинать работать в мае. Как только вот снег сошел, чуть подсохло, все вперед. У нас ведь еще и змей много здесь по дороге-то. Вот, они еще тут ползают, как бы люди побаиваются там. А сейчас вот что, вот сейчас вот как только морожка подойдет, все, люди сейчас уйдут на морожку, уйдут на ягоды, на грибы. Сейчас очень тяжело людей на ремонт собрать, не идут, потому что невыгодно. Здесь не особо платят, а там он 2-3 часа поработал, он в 2 раза больше заработал, чем на дороге. Вот 10 лет я никуда не езжу сейчас. Потому что надо постоянно что-то, то увезти больного, то привезти, то там еще чего-то, то врача увезти туда, то там еще что-то случилось, то милиция там куда-то что-то, кто-то там нахулиганит, то вот продукты надо привезти туда. Оно ж далеко, они продукты закупают, ездят в Котлас, потом надо их сюда перегрузить. Вот приобрел 2 платформы, снегочист купил этот самый, вот, чтобы дорогу чистить зимой. Снегочист у меня 56-го года. Раритет. Как раритет. Да. Да, тут страшное такое, чистит хорошо. Потому что связано с людьми, с детьми. Это серьезная работа-то. Тут надо очень серьезно к этому относиться. Да. Вот за 10 лет, не знаю почему, у меня ни один человек не был, даже пальца не повредил. Так вот тихонечко ездим, все, берегем и людей, и технику. Раньше, я говорю, сами двигателя перебирали, сами все перебирали. Тяжело было. Население немного, где-то в пределах 50, где-то 48 живет сейчас зимой. Летом где-то около дела людей приезжает, где-то больше сотни, наверное, потому что и за продуктами чаще ездить начинаем. Вот хлеб вожу туда, почту вожу. Короче, все как везде. Так и работаем потихоньку. А по каким дням у вас движение? Понедельник, пятница у меня договорено с округом. Соглашение, глава округа подписал соглашение со мной. Тут как бы я работаю-то еще и по субсидированному маршруту. То есть как бы то, что я билеты покупаю, у нас билеты 100 рублей, они недорогие.
И они вот уже 10 лет одна и та же цена. Как бы вот разницу, вот я по билетам отчитываюсь перед округом. Вот по договору я отчитываюсь, сколько там в месяц я перевез пассажиров. Они, значит, там делают разницу между затратами этими. И вот недостающиеся средства они мне как бы доплачивают. Чтобы как бы тоже с голоду не умер. А тем временем поставил дрезину на рельсы. Экипировка. Да, теперь это будет стандартная экипировка. Еда, вода, бензопила, топор. На всякий случай нож и море позитива. Традиционно включаем геотрекер, чтобы было понятно, что куда. На тормоз. И заводим пламенный мотор. Значит, для начала, чисто для чистоты эксперимента, давайте проедем до тупика. Какие колесики интересные, правда? Ну и вот он, тупичок. Раньше линия пролегала туда дальше еще на 2 километра. Но, как сказал Борис Петрович, его попросили тот участок снять. Я так понимаю, все дело в организации переездов. Дело в том, что железнодорожный переезд с юридической точки зрения это такое ни разу не простое сооружение. Там тоже есть свои ГОСТы, там тоже есть свои требования. Поэтому решили просто не заморачиваться. Ну и справедливости ради, мы сейчас находимся не где-то там на отшибе поселка, а совершенно недалеко от его центра. И все желающие как бы, ну ножками немножко протопают, ничего страшного. Ну а линия начинается отсюда. Ну, поехали посмотрим. Начинается все, конечно, с поселка. Причем с такого живого поселка. Ох уж эти деревянные тротуары. Как я говорил, нормальные автомобили. А здесь, видимо, для пионерок гаражики. Потому что местные используют эту узкоколейку очень активно. Мы будем проезжать через болото, а на них же там и ягода растет. А ягода это тоже доход. Так что, надеюсь, никому из правительства я сейчас идею плохую не подал. Ладно, едем. Сколько штук сарайчиков-то, а? И такие достаточно новые есть. И постарше. Кто-то и косил у себя, кто-то нет. Класс. Сейчас должна быть стрелочка. И мы немножечко назад сдадим. Давайте сначала все-таки депо посмотрим. Пока светло, пока тепло. А потом уже будем рубиться на линию. При этом, как бы, да, поезда нет. Но движение пионерок здесь, я так понял, очень активное. А полоса отвода никак не очищена. Растительность закрывает обзор. Так. И вот первый мостик. Достаточно высокий, кстати. Видны старые конструкции. Давайте тормознем его, посмотрим. Даже доски для пешеходов есть. Но интересна сама конструкция. Вот чувствуется, что мы уже прям на севере-севере. Русло реки протекает. Прям вот выложили русло реки из бревен. Прекрасно. А, там же еще и спуститься можно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, отличная идея для притона. Костерки жгли из старой шпалы. И вот такая вот речушка. В принципе, мелкая, но с таким достаточно шустрым течением. И значит, как вот это все выглядит. Обалдеть. Деревянное северное зодчество. Очень круто. Отходим от главной магистрали. Поедем, посмотрим веточку на депо, да и само депо, если его, конечно, можно так назвать. Конечно, да, видимости просто нет. Зато как было бы здорово увидеть здесь поезд.
один мост. Русло пересохло, видимо, когда разливается, тогда и есть вода. Тоже гаражи для пионера. И вот оно, депо. Как такового депо здесь нет. Здесь просто открытое пространство, где находится техника. Вот она, вотчина Петровича. Предлагаю начать с самого интересного, а именно с тупичков, с боковых путей, с какой-то глуши. Вот, пожалуйста, платформочка. Причем такая платформа классная. Тележки очень похожи на ширококолейные тележки 18100. Ну, принцип-то понятно, что одинаков. Я имею в виду даже чисто внешне. Эстетично. А потом снегоочиститель 50-х годов. Да, вот о чем нам рассказывал Борис Петрович. В принципе, обычный СО 750. Как бы здесь Америки никакой нет. И то, что он выглядит как Титаник, который подняли со дна только что и поставили на колею 750, это еще ничего не значит. Самое главное, это вот эти вот ножи. Именно ножи делают снегоочиститель снегоочистителем. Именно они чистят снег. Ну и, конечно же, крылья. Вот эти крылья уже как будто замятые. Видите, какая геометрия интересная. А у того точно так же. Внутри все то же самое. Огромный противовес с рычагом для опускания подъема центрального ножа. И две ручки-крутилки по бокам для выдвижения крыльев. Такой вариант необитаемый на зиму. Просто чтобы чистить. Вся жизнь во время расчистки находится в тепловозе. И вот он, тепловозик. Господи, какая милота. Замочек сердечко. Класс. Состояние отличное. Ух ты. И даже герб Советского Союза. Причем не рисованный, а такой, что не выцветит. А, вот его разукрасили, значит, Змея Горыныча. Ну-ка, давайте тут. Смотрите. Пасть, зубы. А тут, значит, это... Что у Змея Горыныча там? Чешуя, наверное, какая-то. Ух, вот это сатана. Может, помнят? Да, олдфаги, конечно же, помнят. Замечательный фильм с Майклом Дудиковым. «Американский ниндзя». Персонаж Майкла Дудикова боролся с главгадом, «Черная звезда», что ли, звали, на стоянке военной техники. И вот там тоже у одной машины была такая морда нарисована, злющая. Ух, какой красавец-то, а! Давайте попробуем с другой стороны обойти, посмотреть. Тем более здесь уже узкоколеечка заканчивается. Хотя видно, что тупичок когда-то тянулся дальше. Остались шпалки. Ну, как бы, ну... Ух, какая пасть. Конечно, да, для фонда техники этой длины достаточно, а остальное можно и в ремфонд пускать. Все правильно и логично. Слушайте, классная окраска. Никогда такого не видел. Супер. Реально Змей Горыныч. Как будто это пасть. А вот там, где окошки кабины, это как глаза такие светящиеся. Ух. Сурово. И, кстати, в отличие от многих узкоколеек, здесь тепловозы в классном сохранении. Смотрите, буферные есть. Буферные огни есть. Обалдеть. Правда, вместо прожектора непонятно что, но этот тепловоз резерв, как бы не основной движитель. Ой, так, ну-ка. Тоже, кстати, интересное решение, чтобы обтирать стеклышки, вот такой вот помосточек наварить. Да, вполне себе выдержит и меня. Так. Господи, какая милота. Замок сердечко на тепловозе. И абсолютно рабочая машина. Пульт, краны, тумблера, все. Ну, когда человек болен своим делом, когда ему не насрать, это сразу видно. Это реально видно. Вот, например, нигде не видел, чтобы наваривали сюда вот такие вот. Оп. Вот, пожалуйста, стою и висю. Убьюсь когда-нибудь.
А, кстати, очень удобно, отсюда можно пульт поснимать. Надеюсь, вам видно. Спасибо, Борис Петрович. А вот это как раз основной движитель дороги. Самый трудяга, самый работяга. Сразу видно прожекторов сколько. Зато буферных нет. Но вместо буферных есть вот такой лом, против которого нет приема. Тушка, конечно, повидала вида, чего не скажешь. Но ничего, не дадут пропасть. Техника возит людей как-никак, обеспечивает комфортные условия проживания. А если в больницу кого надо отвезти, а если доктора доставить, или там сотрудников милиции, простите, полиции. Пожалуйста, безотказный, надежный, рабочий вариант. Ну и прекрасный вагончик. Он сейчас немножко перекрашен. Раньше он был весь в цветочек, мимимишный, но тут что-то как-то по-другому он выглядит. И очень здорово перекликается АУЖД, как Лопаевская. А вот это ЖД, посмотрите, как будто у РЖД подсмотрено. Вот это вот, значит, одна часть, вторая, третья, это как буковка Ж, это такая Д. Ну, если напрячь свою фантазию, в этом, ну, настоящий извращенец, конечно, обязательно увидит вот этот вот РЖДшный ПИД. Ну и как же не посмотреть на вагончик внутри? Здесь ветер гуляет. Так, о, неизвестная Россия, привет. Так, тут у нас открывается, видимо, нет. А здесь, да. Ух, а изнутри, во-первых, как же здесь тепло. Класс, и пахнет печью, а печь тоже а-ля Булерьян. Вот она, супер. Вот не поскупились на печечку-то, а? Бреннеран. Принцип тот же самый. Печь медленного горения, одна закладка, она там тлеет, нагревает, собственно, сам материал печи, и холодный воздух снизу забирается вот этими вот трубами. Идет, обнимая саму топку, и горячий выходит уже здесь. Соответственно, создается такая циркуляция. Классная штука, очень классная штука. Прям, во! Отлично, что не буржуйка какая-то. Какие-то коробки, какие-то тут... Ну, это не просто так, это уже для жизни техника. Милые сердцу шторки. Солнышко улыбается. Ребят, это самый душевный узкоколейный вагон, в котором я когда-либо был. Это же все людьми разрисовано. Цветы, какие-то травки. Да красота. Ох, обязательно мы сюда приедем, чтобы прокатиться на этом вагоне уже с поездом. С цветами. Летом, в деревне. О, ребята, вот это кайф. Другого слова просто нет. Еще и шторки какие. Это самый классный узкоколейный вагон, в котором я был. Если вы были где-то в вагонах милее, уютнее, прикольнее, пожалуйста, напишите в комментарии. Обменяемся мнениями, будет крайне интересно почитать. А тем временем пойдем посмотрим, что в другом тамбуре творится. Так, здесь ручка открывается не вниз, а вверх. Здесь на замке. Видимо, здесь какой-то запас то ли дров, то ли еще чего-то. А тут уже и тепловоз виден. Привет, тепловоз. А завершает экспозицию техники классическая платформа. Ну, куда же без платформы на железной дороге? Все что угодно отвезти, привезти, увезти. Самый классный универсальный вагон. Господи, душа радуется смотреть на живую узкоколейку. Как же мало вот этого всего осталось. Что вот оно не пилится, не рубится, а вот ждет, пожалуйста, в работе. Так, испытан ДМЗ. Это, наверное, обычно дата испытания ставится при наличии тормозного оборудования. Платформа у нас 90-го года. Представьте себе. Да, и остатки тормозного оборудования тоже есть. Конечно, сейчас бы они испытания уже не прошли. Ну, при таких длинных составах 1-2 вагона, может, это и не вот прям очень важно. А это, видимо, когда-то было депо. Классическое северное деревянное зодчество. Делаем из того, что растет. И очень интересные петли ворот. Да, судя по тому, что как лежит шпала, наверное, сюда и заходил узкоколейный путь. Ребят, петли из траков гусянки какого-то вот
чего-нибудь, ну, трелевочника, к примеру. То есть вот это когда-то была гусеница трактора, а тут ее используют как петлю. Ну, слушайте, а классно придумано, кстати. Почему бы, да? Там пустота и разруха. Там, видимо, небезопасной такой сыростью веет. Естественно, все закрыто. Попасть внутрь у нас, к сожалению, не получится при всем желании, но сам подход показать очень хочу. Во-первых, тут все деревяхами застелено, оно уже все в землю вросло. Какой-то уголок, пожарный щит бывший. Все из дерева, вы посмотрите. Вот включите сейчас немножечко воображение, какой был уют, когда это все было новое. Сосенка, окошко. Рядышком природа. Да, здесь, конечно, все закрыто. Как всегда, засов. Накрытый замочек. Чезам. Вполне себе такой современный замочек. Вы же помните один из законов этих мест? Если что-то под замком, значит, у этого есть хозяин. Поэтому предлагаю здесь ничего не громить, не ломать, не проникать, а просто примем к сведению, что большое деревянное здание, очень старое, из которого веет сыростью изнутри. Неизвестно, может, не просто так сюда замок повесили, может, там реально небезопасно. И только на обратном пути, идя с другой стороны, обратил внимание, что платформа стоит как будто у какого-то погрузочного пакгауза. Не удивлюсь, если сюда что-то на нее заезжает, какая-то колесная техника. Ну, во-первых, следы есть. Во-вторых, вот такие вот траки для заезда. Видимо, что-то она доставляет, какой-то там трактор, экскаватор, что угодно. А может и чей-то каракат, вполне себе, почему бы да. Это уже из разряда шик, лавочка с ковровым покрытием. Гламурно. Ну, хотя и чайхана стайл. Для интересующихся здесь есть еще и запчасти. Пожалуйста, дизель, 2 тележки тепловозные. А вот это, скорее всего, собственно, гидропередача или же реверс-редуктор. Вон тут, пожалуйста, рукава, шланги. На вид вполне себе не засано, не разобрано. Очень даже. И склад дров для того, чтобы топить вагончик. И внезапно какая-то коробка передач, что ли. Очень похоже на КПП. Вон колокол. Правда, коробка немного... А, не треснута. ЯМЗ 236 470 2015 52. Специалисты, вам слово в комментариях. Как обычно. А тут не только дрова. Тут еще и санки, а помимо санок всякие запчасти. Вон там фара от буферного фонаря, какие-то железяки, куча всего. Наверху тоже всякий склад нужных штук. Ну, без такого загажника такая советская техника обычно не работает. С другой же стороны, видим какую-то сидуху, как будто бы от вагона, мягенькая, приятная. А вот это уже от вагона точно. Оконные рамы, форточки. А в этом сарайчике святая святых, пионерка начальника дороги, железнодорожного магната Петровича. Ладно, там выглядывает. Когда мы сегодня общались с Борисом Петровичем, он сказал, что собирается поехать на поперечку. Так что, возможно, учитывая наш неспешный темп, на обратном пути мы с ним встретимся и посмотрим на его пионерку вблизи. И, скорее всего, с комментариями хозяина. Так, ну сборы собраны, упаковка упакована. Прощаемся с депо, прощаемся с тепловозами. Когда-то мы на них прокатимся. Пока. А мы же едем на линию. А вот и линия. Ну что сказать, хороша чертовка. Отъехать не успели, сразу по тормозам. Сейчас попробую вам показать, где бы тут проход найти. Тут предупреждали, змей много. Ладно, хер с ними. Вот смотрите, какая красота на болоте. Здорово, правда? Все в этих белых пушишках. Такое умиротворение. Длительный
лесной коридор сменяется болотом. Ну, собственно, Архангельская область, леса до болота. А вот эти вот провода на столбах, которые тянутся вдоль узкоколейки, я так понимаю, это в поперечку. Это идет напряжение людям. Поселок все-таки живой. Вокруг него леса и больше ничего. Ну, озера, природа, естественно. И вот такие нити цивилизации. Две — это транспортная артерия и три провода. Напряжение, цивилизация. А сбоку бескрайнее болото. Действительно, видимости никакой. В случае внезапного появления, ну, как бы вообще прыгать просто не пришлось. Но нет, в этот раз нам повезло, дорога свободна. И куда-то просто в лесную чащу. О-хо-хо. Там дальше, видите, деревья даже смыкаются с узкоколейкой, образуя зеленый коридор. Коридор любви, как говорят. Очередная кривая, очередной риск. Едем не спеша, сами понимаете, на ощупь. Какая-то безопасность. Огромнейшие поля. На всякий случай хочу уточнить, что вот эти вот посадки по бокам от железной дороги, это для того, чтобы зимой не переметало. Но, как сказал Петрович, это не особо помогает. Однако без этих посадок было бы намного хуже. Продувается все очень сильно, ветер гуляет на открытой местности. Он даже если приглядеться, видно, как листва колыхается, колышется. И вдруг внезапно остаток стрелки. Причем именно что остаток. Это был похожий разъезд. Путь отходит, но идет рядышком. Ощутимо ниже. Просто теряется в зарослях. Да, похоже, разъезд, он идет параллельно, не уходит в бок. Но вот рельсы уже и закончились. Все. Ну как, четко встал. Давайте пощупаем болото. Ой, вот уже немножко провалился, ногу промочил. Ну, как-то так этот пейзаж и выглядит. Болотина. Мхи. Да, там дальше. Так. Там как будто и есть этот только мох и вода. В принципе, все. Картина, конечно, немножко сюрреалистичная, но прикольная. А вот так выглядят вот эти пушишки, о которых я уже не первую серию вам рассказываю. Но это какая-то пожухлая. А вот это посимпатичнее. Похоже на какого-то безумного кота, нет? Болото наконец-то сменились лесом. Жиденьким, но лесом.
Такая дорога хорошая. Жалко притормаживать в кривых. Хочется им мчать и мчать. В этом ее коварство. Вот так вот аккуратно едем. Ну, путь свободен. Вот такая комфортная скорость под 40. Путь в прекрасном состоянии. Лучше я видел, ну, наверное, на другой АУЖД. Алапаевской. Оп. Хе-хе. Главное хитрость вовремя увидеть. А я смотрю, контррельс понять не могу. А тут вон и что. Смотрите, мы сейчас находимся на огромнейшей насыпи, снизу которой такой водопровод. Там, наверное, труба бетонная. Тут дальше просунуться не особо возможно. Я надеюсь, вам видно. Это не просто труба бетонная. Это бетонный такой водопровод. Целый коллектор в лесу. Чего только не бывает в этой жизни. Отдельная тема, как вверх ковылять. Вот посмотрите, какой уклон здоровый. Эх, на что не пойдешь ради своих подписчиков. Вокруг меня уже слепни кружатся. Потревожил я их покой. Фух. Так, еще чуть-чуть. Виды, конечно, просто картинные. Особенно на том берегу лес. Какая же красота здесь все-таки. А порой в лесу можно встретить вот такие вот места отдыха. Причем конкретно оборудованные стоянки. Есть помост, есть даже для пионерки парковочное место. И можно сюда вот присесть и немножко отдохнуть. Опа! Да, красивый вид открывается. А прямо напротив избушка. Но не на курьих ножках. Охотничья. Так. Ой. Я, конечно, понимаю, в каждом видео, но, блин, такой мох классный. Тут, видимо, в этой бочке мусор сжигали. Мини-столик. Так, ну пойдем посмотрим. Ручка-то какая. Ну, вполне себе. Переночевать, в принципе, можно. Столик, они же лежаки. Такая вот подушечка из дерева. И печка-буржуйка. Да, представляете, как уютно зимой. Зайти сюда. Вам только чтобы снаружи никто вот так вот не сделал. Иначе выйти будет, конечно, проблема. Хотя есть и окошко. Обожаю такие избушки лесные. Очень уютно. И основная магистраль уходит направо. А здесь, кажется, одно из тех мест, где можно даже погулять. Вот, например, мы с вами проехали. Так оно в глаза, конечно, не бросается, но есть. Хоп, еще одна избушка. Конечно, крыша уже не особо. Наверняка там внутри вот такое себе. Открыто всем насквозь. Да, нет, более-менее. Какие-то форточки, окно из пленки. Ну да, на летнюю ночь, может, пойдет. Даже немножко хворостины есть на розжиг. Интересно, как труба из стояка. А с другой стороны тупичок.
Такой ладно сложенный тупичок. И прицеп чей-то, тоже как интересно. Колеса прихвачены скобами. А здесь, смотрите, тупичок-то не просто так ладно сложен. Он еще и с пологим съездом. Вот как будто, знаете, та платформа в депо, как будто на нее что-то заезжало, а сюда оно съезжало. И туда вперед по просеке в леса. Необычное место, такой разъезд. Ну как разъезд, тупичок. Прицеп, конечно, классный. Длиннющий. Это у него здесь начало и там кончало. Ну-ка, забашмачен деревяхами. Ну ладно, тогда не будем баловаться. Колеса-то еще какие интересные. Ух, мощь. Ребят, тут дело такое. Вот хорошо, когда стоишь, тихо, ничего не мешает. Услышал я, как там пионерка двигается. Давайте-ка мы переставимся на соседний путь и пропустим. В лесу слышимость хорошая, она как будто где-то далековато. Оля там подальше. Я здесь попроще, блядь. Давай, затаскивай. Пошла жара. За задницу. Тоже. Ага. Я тебе говорю, унес с наворотами, бля. А мы пока посмотрим дрезину Петровича. Ох, недаром она там такая. Вот это да. Знаете, тоже прозрачное стекло лежит. Все никак не поставлю. А так, в принципе, еще проще. И может еще и надежнее. Такой же движочек. И просто сцепление. Интересно реализовано натяжение цепи. Обратите внимание. Бегает взад и вперед. Грамотно, нравится, одобряем. Берем на вооружение, друзья. Ну, естественно, целый тент тут есть. То есть в случае чего можно посидеть, устроить да, пикничок. Снимается. Съемный. Если не надо, я его снимаю, верь. Ага. И вот такой вот дром. 6 человек, Красота. 8, со мной 7. 6 человек. Вот такая вот дрезинка, красавица. Сколько же она весит-то? А весу в ней сколько? Ну, такая же, как у тебя, наверное. Да ладно, потяжелее Ну, будет. попробуй подними зад, пойди. Или А что взад? Лучше вперед. Я ну. ее сам разворачиваю, так. Да? О, ничего себе. Ну-ка. Не, потяжелее. Я сам разворачиваю ее. Ага. Ну, жить захочешь, не так извернешься. А вот говорят, у кого-то якобы дрезина была из Москвича 2140. С Москвича? Да. Так это вот у Витьки Алферова. У него там на повороте на оси лопнули. Я на дрезине ехал, потом смотрю, машина едет, Москвич на меня едет. Я его тормознул. Говорю, ты что делаешь-то? А он говорит, так вот домой еду. Я говорю, а как ты попадешь? А он, так вот, ось привязал. Я говорю, толку-то, она, видишь, у тебя падает на каждом метре. Ну, я говорю, давай. Я взял у него оси, забрал, на дрезинку погрузил, увезли на поселок, сварили, приехали, ему сделали. А потом я в ней прокатился. Ну и как, прям есть так? Существует до сих Ну, у пор? него самодельные, если бы не самодельные колеса были, было бы класс. А у него сделаны из катков с этих бульдозера. Каток пополам разрезан, а там же почти на подшипника. Все, крышки сделал, оси поставил, и у него... Она, во-первых, очень тяжелая. У него он заезжает туда, машину немножко снимает одно колесо, а там звездочку ставит за место колеса. Не, соврал. У него на колесе сделана звездочка. Ага. А он заезжает, и там у него дыра, и на оси звездочка. Ничего себе. И вот он машина становится, он одевает, соединяет все, потом машину маленько донкратом приподнимает, и все, и поехал. Потом приехал в Авнюгу сюда, спустил донкрат, съехал с нее и поехал куда надо. О, дает. Да. Хитер. Так ведь это же деревня, елки-палки. Здесь же в России ты все здесь, как и
Как вот эти ружье-то с мультик-то про этого. Левшу. Ружье-то? Про левшу-то. Левша мультик смотрел? Ну. А тут все левша в России, так. Тут все, тут через одного. Ты посмотри, ты вот взял это придумал, я это придумал. Почти каждый человек что-то придумывает. Так. Я говорю, такая страна, ее не победить. Ну давай. Вот такой вот он, Петрович. Кривая вообще с минимальным просто обзором. Езда чисто на ощупь. Но это прикольно. Ну круто же! А пока мы едем, тут вон какое живописное болотце рядышком. Но сюда я уже не пойду, тут уже вон вода стоит. И красота какая. Казалось бы, ну болото и болото, а нет, вон все разные. Провода какие-то тут еще висят. Видимо, это от старой линии электропередачи. Цветочки цветут, скоро ягодки пойдут. А тут отремонтированный участок пути. Я же говорил, что содержат в хорошем состоянии. Вот, пожалуйста, песчаная подушка, шпалы. Красота, прям по ГОСТу. И рядом всякие северные растительности. Природа и техника. Прекрасное сочетание. А старые шпалы сваливаются в бок. Ну, правильно, органика. Сгниют. Приятно ехать по новому участку пути. Явно он выделяется. Вот же северные красоты. Очередной деревянный мост через очередную лесную речку. Красота. Любо-дорого смотреть. Так нет, мало этого. Сюда еще и стол с лавками поставили, чтобы вообще можно было раскайфоваться. Тут еще и костерок делали, видимо, жарили кого-то. Шикарное место. Вот так вот можно присесть на лавочку. Ух, и любоваться природой. Мост, кстати, как и все остальные, крайне монументален. Все бока из дерева, все сделано, ну, максимально надежно. Даже не шелохнется. Согласно карте, это последняя кривая перед поселком. Там сейчас будет еще и другой участок пути, конечно. Через болотцы, через леса. Красиво, красиво. Столбы идут. Кстати, забыл тогда уточнить, столбы хоть и деревянные, а все-таки нормально сделано, на бетонном столбике стоят. Так что это теперь на десятилетие. Ну и газануть можно.
разъезд. Оп. И цивилизация. Если это можно так назвать. Так, ну мы же доедем до конца, правильно? Так, стрелка готова, поехали. Вот, собственно, и все. Вот так, друзья, выглядит тупичок со стороны. И знаете, бросается в глаза. Еще один автомобильный заезд на платформу. Здесь как раз идет от пристанционной площади автомобильная дорога. О, вот это да! Жигули! На любой вкус и цвет. А это стильная была, с наклеечками, 80-е. Ну вот, кстати, видно, как идет земля вверх, и под резиной, насколько она поднимается, как раз на уровень платформы. А так выглядит пристанционная площадь. Такой мини-вокзальчик. Самое главное – касса. Причем тут как в Советском Союзе, где штамповали цену прямо на товаре, чтобы без накруток. Как Петрович и говорил, когда-то сотка стоила, сейчас точно так же. И плакаты. Какая красота! Поперечка и Саизерская пустынь. Здесь же очень древний монастырь находится. Сейчас он тоже не бесхозный, сейчас его восстанавливают активно. Уже изба открытая. Можно зайти, сесть на диван и любоваться на природу. А природа здесь вполне себе. Прудик. Птицы поют. Красиво. А пока идем посмотреть на деревню, давайте зафиксируем пройденное расстояние. 30,71 километра. То есть чуть меньше 31 километра вся узкоколейка. Ответвлений никаких нет. От точки А до точки Б. Ну, зато активно используется. Поселок, конечно, начинается с разрухи. Как будто что-то нежилое. Как будто что-то покинутое. Здесь когда-то были люди. 5000 человек. Куда они делись? Их больше нет. Однако, ну, там какие-то дети впереди бегают. А если есть дети, значит есть жизнь. И как всегда, мхи, мхи. А здесь как будто заборчик стоял. Стоял, но упали. Природа, конечно, шикарная. Куда ни глянь. Хороша Архангельская область. А вот среди молодых посадок деревьев начинает виднеться жизнь. Ух ты, тарелки спутниковые. Цивилизация. Космическая держава. А вот на этой вышке, несмотря на наличие каких-то антенн, связи все равно нет. По крайней мере, ни МТС, ни Мегафон. По нулям. Вот такое вот соседство очень сильно напоминает другую АУЖД, на этот раз Алапаевскую. Там тоже висит таксофон, универсальные услуги связи, все дела. И спутниковые тарелки. И вот такой спутниковый телефон. Он работает, он реально работает. Атмосфера у поселка какая-то такая. Вообще ни души вокруг. Дети куда-то убежали, откуда-то орут. Звучит, как будто все вымерло после какой-то большой трагедии. И только детские души неупокоенные не могут оставить бренную землю. Табличка-то какая интересная. Прям каноничная. А сюда можно бабушек усадить, чтобы обсуждали рост цен.
Понедельник, 19 июня, на базе Амникской больницы будет работать поезд здоровья. О, как! Как раз в понедельник маленький поезд отвезет людей к большому поезду здоровья. Часы работы. Но что-то как-то уже закрыто. Не успели. Ну и вот на порядочном удалении от станции начинается наконец-то поселок. Дома, электричество, антенны для телевизора. Ой, друзья, не смотрите телевизор. Какие-то дома уже все. Ну а по большей части тихий жилой такой поселок на отшибе. Сказать, что здесь какие-то отшельники живут, тоже не скажешь. Ну какие отшельники. Но поселок определенно на отшибе. Законы наверняка здесь тоже свои, которые не всегда сочетаются с законами государства. Но при этом жизнь здесь спокойнее, полагаю. Вот тоже дом. Видите, крылечко слегка заросло. Видимо, хозяева сюда наездами приезжают. Может, как на дачу, не могу сказать. Но крыльцо подзаросло. На свежем замке дом закрыт. Оконца все целые. Удивительное чувство, что жизнь где-то рядом, но не прям рядом. Вроде и дома есть, там сзади дети пищали, следы от машин, дороги наезженные. А как-то иду я один, как будто в зоне отчуждения. Как будто просто все встали и ушли. Надеюсь, сейчас там это не будет яркая вспышка, а это типа полигон. Но вроде нет. Тоже закрыто все. Удивительное ощущение. Вроде жизнь, но не жизнь. Все на замках, значит не бесхозное. Ну и хозяев никого не видать. Вот такой вот он поселок. Поперечка. Он тоже вроде изба, вроде цела, а стекла уже не везде. Крыша замшелая, старая. Дверь открыта. Давайте попробуем туда зайти. Посмотрим, что там осталось. Стараемся не убиться. Закидали ветками. Может быть, здесь ведьма жила. Ее здесь и оставили, а ветками закидали, чтобы она по ночам выйти не смогла. Ух, какой здесь дестрой. Ё-моё. Ну, такое себе. Ведь как-то хозяйство было. Теперь же черти что. Вот тоже странные люди. Если даже детвора, какая-то шпана, ну, пустая изба, ну, сделайте тут какую-нибудь чил-зону прикольную. Печка. Кто прочитал, тот сдохнет. Чувак, мы все когда-то сдохнем, ау. Ну, тут тоже какие-то реликты времени. Черти что. Всякий мусор. А, чайничек прикольный, старый, электрический. По-моему, с таким на рыбалку ходили. На него еще сюда сесть можно. Да, вон мягонько. Кто-то рыбалкой здесь увлекался. Ну, а здесь все, туалет уже без крыши и без днища. Здесь тоже все уже кончилось. Какие-то остатки обоев, старый выключатель. Причем еще проводка на изоляторе, на беленьком. Это такая, знаете, друзья, старая школа, old school. Когда провода вот так разрубали, вот, и на изолятор прям вешали. Вот яркий пример, пожалуйста. Рассоединены оплетки изоляции. Вот, и раз, два, и к лампочке. Тоже полочки такие самодельные для всяких там снадобий. Так, пол здесь. Эта штука неустойчивая. Ложки, вилки. Эх, клада нет. Это, видимо, в подпол. Я постучал, там уже что-то осыпается. Ну, а тут, видимо, спаленка была. О, да. Ну, как-то все вот так вот и проваливается.
Вроде изба большая, а вот это вот отдельное жилое помещение не очень. Может, это что-то типа финского дома, где в один физический дом 2 разных входа, ну и как бы живут там 2 семьи, к примеру. О, а вот это, помните, такая пшикалка с грушей резиновой. Да, когда-то кто-то занимался накопительством. Ну да, так оно и есть. С другой стороны, это же изба, другое крыльцо, другой вход. Если не шуметь, можно увидеть, как дети пытаются вскрыть магазин. Нас спалили. Нас спалили, все типа фейспалм, мы ничего. Но электронный глаз все видит. Так, друзья, если я правильно понимаю, туда идет дорога около 3 километров на Саезерскую пустынь. Там находится очень старая церковь, монастырь, древний 18, по-моему, века. Туда топать километра 3 в одну сторону. И я предлагаю вам самим этим заняться. Там красивое озеро, там можно здорово отдохнуть. Петрович создает там все условия. Поэтому, если есть интерес, добро пожаловать. Авнюга готова принять всех. Ну а мы потихонечку, пока солнышко не начало падать за горизонт, отправляемся в обратную дорогу. Тот редкий случай, когда мы это делаем действительно вовремя. А вот и дрезина. Ну, давайте готовиться в обратный путь. Дрезина заправлена, я перекусимши, поэтому выдвигаемся в обратную сторону. Напоминаю вам, что отдельно будет серия, где я засниму весь обратный путь вот от этой точки до самой дальней точки в поселке. Полностью вся линия узкоколейки. Поэтому подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Ну и также я буду рад вашим лайкам и комментариям.